Вот уже 9 веков возвышается на Боровицком холме Московский Кремль. Здесь каждый камень напоминает о славных и трагических событиях разных эпох. Здесь издревле центр власти, резиденция главы государства. Здесь средоточие православных святынь. Время не властно над древним Кремлем. На протяжении нескольких веков целый город был создан в стенах средневековой крепости с башнями. Здесь соседствуют архитектурные шедевры разных эпох. Облик Кремля задал тон уникальному архитектурному ансамблю Красной площади и построенному почти на столетие позже храму Василия Блаженного и возведенному на 4 века позднее зданию исторического музея. Войдем в Кремль через Кутафью башню по Троицкому мосту. Сразу же поражает то, как временные пласты наслаиваются здесь один на другой, как перемежаются эпохи. Величественное здание Арсенала. Его фасады украшают барельефы с военной символикой, свидетельствующей о победоносных сражениях русской армии. У его стен захваченные в сражениях пушки французской армии, из которых планировалось создать памятник в честь победы над Наполеоном. Но, к сожалению, этот проект так и не был осуществлен. Установленные на лафетах орудийные стволы представляют русскую артиллерию XVII-XIX веков. Некогда все эти пушки располагались у старого здания оружейной палаты, на месте которого в советское время был возведен дворец съездов. Часть русских боевых орудий выставлена ныне на Ивановской площади напротив здания Сената, построенного при Екатерине II по проекту архитектора Матвея Казакова. Знаменитая «Царь-пушка» – одна из главных достопримечательностей Кремля, шедевр русского литейного искусства XVI века, созданный выдающимся мастером Андреем Чоховым. Лафет и 4 чугунных ядра весом в тонну каждое отлиты в Петербурге в XIX веке. У подножья колокольни Иван Великий находится 200-тонный царь-колокол. Он был отлит в середине XVIII века русскими мастерами, отцом и сыном Моториными. Во время одного из страшных московских пожаров от него откололся осколок весом более 11 тонн. Спасская башня – один из признанных символов России. Ее часы-куранты впервые огласили Красную площадь многоголосым звоном еще в XVII веке. Советская эпоха оставила Кремлю еще один узнаваемый символ – знаменитые рубиновые звезды на башнях. Они по-своему уникальны. Размах лучей некоторых звезд достигает почти 4 метров. Колокольня Иван Великий, воздвигнутая в начале XVI века при Иване III, была надстроена при Борисе Годунове, о чем свидетельствует надпись под ее куполом. До середины XIX века она считалась самым высоким строением Москвы. Еще несколько шагов, и мы выходим на Соборную площадь. Ее изумительно гармоничный ансамбль начал складываться в XIV веке. Соборная площадь помнит торжественные церемонии и светлые праздники, вражеские нашествия и кровавые смуты, восстания и революции. Успенский собор занимает особое место и в Кремле, и в российской истории.
Сооруженный в конце XV века Аристотелем Фиораванти, он сочетает лучшие черты итальянской ренессансной архитектуры и традиций русского храмового зодчества. Благоговение – чувство, которое испытываешь, оказавшись внутри Успенского собора. 5 ярусов величественного иконостаса возносят взгляды ввысь, под свод купола. Здесь невозможно не ощутить особую атмосферу намоленного места. Храмовая икона Успения Богоматери находится справа от царских врат и относится к первоначальному убранству собора, так же, как и фрагменты фресковой росписи на алтарной преграде. А самые древние образы Успенского собора – изображение святого мученика Георгия, небесного покровителя Москвы, и чтимый образ Богородицы Адигитрии на двусторонней новгородской иконе рубежа XI-XII веков. Словно неслышимый колокол начинает звучать в душе, вторя эху великих событий, свидетелями которых были эти древние стены. Этот храм оставался главным кафедральным собором России с момента освящения и до революции 17 года. Здесь на протяжении 4 веков происходили коронации российских государей и интронизации предстоятелей Русской Православной Церкви. Главы церкви занимали особое патриаршее место во время богослужений. Окончив земной путь, были погребены здесь же, в Успенском соборе. В середине XVI века по повелению Ивана Грозного в соборе был установлен Мономахов трон. На украшающих его резных деревянных рельефах представлены сцены перенесения из Константинополя на Русь царских регалий. Они призваны обосновать право русского монарха на преемственность власти, как и венчающий царское моленное место двуглавый орел. Соборная площадь сохранила уникальные архитектурные шедевры. Притягивают взоры многоглавый Верхоспасский собор и церковь Ризоположения, долгое время бывшая домовым храмом патриархов. И, конечно, поражает своим великолепием Архангельский собор, созданный итальянским зодчим Оливизом Новым. Ренессансные мотивы в его облике органично дополняют лаконичные пропорции православного храма. Дневной свет из небольших окон скупо освещает интерьер храма, придавая ему таинственный и торжественный вид. С благоговением помнишь о том, что собор освящен в честь грозного архангела Михаила, предводителя небесного воинства. С давних времен Архангельский собор служит усыпальницей московских князей, начиная с Ивана Калиты. Здесь погребен один из великих воинов Руси, князь Дмитрий Донской, победитель в Куликовской битве. Фрески над усыпальницами воскрешают образы князей, вписавших славные страницы в нашу историю. За величественным иконостасом в заалтарной части храма погребение Ивана Грозного и его сыновей, царевича Ивана и царя Федора Ивановича. Под резной сенью рака с мощами младшего сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия, причисленного к лику святых. Рядом
захоронение первых представителей царской династии Романовых, чьим небесным покровителем считался царевич Дмитрий. В архитектурный ансамбль Соборной площади также входят грановитая палата XV века и царский домовый храм Благовещенский собор, в строительстве и оформлении которого участвовали русские и итальянские мастера. Этот собор знаменит иконостасом с иконами эпохи Феофана Грека и Андрея Рублева. Самым масштабным сооружением на территории Кремля со времен возведения соборов стал Большой Кремлевский дворец, построенный в середине XIX века по проекту архитектора Константина Тона как резиденция императоров. В настоящее время 5 залов дворца, названные по имени орденов Российской империи, используются для государственных и дипломатических приемов и официальных церемоний, а сам дворец является парадной резиденцией президента Российской Федерации. Частью дворцового ансамбля стало здание оружейной палаты, музея, где представлены реликвии и сокровища, собранные на протяжении многих веков. Здесь находятся государственные регалии, державы, скипетры, бармы. И самая знаменитая реликвия кремлевской сокровищницы – шапка Мономаха, древний символ власти российских правителей. Уникален царский трон, украшенный резными пластинами из слоновой кости. На престольные Евангелия в драгоценных окладах и парадные облачения священнослужителей придавали торжественности церемониям венчания на царство и другим эпохальным событиям, традиционно проходившим в Кремле при участии высших иерархов православной церкви. О великолепии царских перов в грановитой палате напоминают серебряные братины и золотые ковши. Оружейная казна русских государей, передавшая музею свое название, наряду с боевым вооружением включает царские воинские регалии, парадное церемониальное оружие и доспехи. Лаконичен и одновременно великолепен парадный царский шлем «Шапка Ерехонская» для воинских церемоний. Многие доспехи и образцы оружия, ныне украшающие экспозицию оружейной палаты, были изготовлены лучшими европейскими мастерами и привезены в качестве посольских даров ко двору российских государей. Для дипломатических подарков отбирали вещи высокого художественного достоинства. Этого требовал высокий престиж России. Редкие образцы западноевропейского серебра хранит сокровищница. Так называемые натуралии, изделия из экзотических материалов, роскошные предметы придворного быта, хитроумные механические забавы, причудливые кубки, настольные фонтаны и горы-курильницы. Императорский период в истории России, начавшийся с эпохи Петра I, представлен большой коллекцией церемониальных костюмов. Украшение этой коллекции – коронационное платье императрицы Екатерины II. Уникально собрание парадных экипажей, созданных европейскими и русскими мастерами.
Эти роскошные кареты участвовали в коронационных торжествах российских монархов до конца XIX века. Гордость кремлевской музейной коллекции – изделия знаменитой фирмы «Фаберже». Изысканно, с филигранным мастерством, безграничной фантазией и безупречным вкусом обыграна здесь форма пасхальных яиц, служивших императорскими подарками. Внутри яиц помещались в качестве сюрпризов различные ювелирные миниатюры. Пасхальные подарки нередко посвящались великим государственным событиям, таким как 300-летний юбилей дома Романовых, династии, история которой неразрывно связана с московским Кремлем. Величественный Кремль над Москвой-рекой отражается в потоке времени, скрепляет воедино века и эпохи, остается великой святыней России и частью всемирного культурного наследия.